Итак, в этом видео мы с вами свяжем шляпку, платье и прическу для куклы. Итак, приступим к вязанию шляпки. Делаем кольцо амигуруми. Закрепляем его с помощью одной воздушной петли. В кольцо набираем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Провязали 6 столбиков без накида, кольцо закрепляем. Это был первый ряд. Во втором ряду провязываем 6 прибавок. То есть в каждый столбик без накида предыдущего ряда мы провязываем по одной прибавке. Первый столбик, сюда же второй столбик. Вот первая прибавка. В следующую петлю вяжем вторую прибавку. И так провязываем 6 прибавок. Довяжите до конца ряда. Итак, провязали второй ряд, вяжем третий ряд. В третьем ряду прибавки чередуем через один столбик без накида. Провязали один столбик без накида. После него в следующую петлю вяжем первую прибавку. После первой прибавки в следующую петлю вяжем один столбик без накида. И после этого столбика вяжем вторую прибавку. Так вяжем до конца ряда. То есть после второй прибавки я сейчас провяжу один столбик без накида. И далее прибавку. Все, довязываем до конца. Провязали третий ряд до конца. Получилось 18 столбиков без накида. Вяжем четвертый ряд. Итак, провязываем один столбик без накида. После этого столбика в следующую петлю делаем прибавку. Это первая прибавка. В четвертом ряду будем чередовать прибавки через 2 столбика без накида. Итак, мы сделали здесь один столбик, после него первую прибавку, и после первой прибавки провязываем 2 столбика без накида. Итак, в следующую петлю 1 и в следующую петлю еще один столбик. После этих 2 столбиков нужно сделать прибавку. Провязываем вторую прибавку. Все, и после второй прибавки снова вяжем 2 столбика без накида. Провязываем так до конца ряда. Всего прибавок должно быть 6. Итак, смотрите, в четвертом ряду я провязала последнюю шестую прибавку. И остался один непровязанный столбик. В него вяжем один столбик без накида. Так как в начале мы тоже провязали один столбик без накида, то и в конце провязываем также один. Все, и в этом ряду у нас получилось, что мы чередовали прибавки через 2 столбика без накида. Итак, это был четвертый ряд. И получилось у нас в четвертом ряду 24 столбика без накида. Вяжем пятый ряд. В пятом ряду будем чередовать прибавки через 3 столбика без накида. Провязываем 1 в следующую петлю, второй и в следующую петлю третий столбик. После третьего столбика делаем первую прибавку. После первой прибавки нам нужно также провязать 3 столбика без накида. Затем снова сделать прибавку. Всего прибавок в этом ряду должно быть также 6. Довязываем до конца ряда. Итак, провязала пятый ряд до конца. В пятом ряду у нас получилось 30 столбиков без накида. Вяжем шестой ряд. В шестом ряду прибавлений делать не будем. Провяжем шестой ряд 30 столбиков без накида.
То есть в каждый столбик мы провязываем по одному столбику без накида. Провяжите этот ряд самостоятельно. Провязали 6-й ряд. В 6-м ряду мы прибавок не делали. Также получилось 30 столбиков без накида. Вяжем 7-й ряд. В 7-м ряду прибавки нужно чередовать через 4 столбика без накида. Но в начале ряда мы провяжем не 4, а 2 столбика без накида. Затем сделаем первую прибавку. Итак, провязали 2 столбика. Делаем первую прибавку. Все. После первой прибавки вяжем как обычно. То есть провязываем 4 столбика без накида. Итак, после первой прибавки вяжу 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. И провязываю вторую прибавку. Все, вяжем так до конца ряда. Делаем прибавки через каждые 4 столбика. Итак, получается, в 7-м ряду я провязала последнюю 6-ю прибавку. И осталось у меня не провязанные 2 петли. Провязываю по одному столбику без накида в каждую петлю. Первый и в следующую второй. Все. В начале ряда мы провязали только 2 столбика. И в конце ряда также 2 столбика. Все, в этом ряду получилось, что мы чередовали прибавки через 4 столбика без накида. Итак, в конце ряда, всего в ряду должно было получиться 36 столбиков без накида. В 8-м ряду провязываем в каждый столбик без накида по одному столбику. То есть 36 столбиков. В 8-м ряду прибавок делать не нужно. Провяжите этот ряд самостоятельно. Итак, провязали 8-й ряд до конца. Получилось 36 столбиков без накида. Вяжем 9-й ряд. В 9-м ряду прибавки вяжем через каждые 5 столбиков без накида. Итак, провязываем 5 столбиков без накида. 2, 3, 4, 5. В следующую петлю вяжем первую прибавку. Вяжем так до конца ряда. После этой прибавки вяжем 5 столбиков без накида. Делаем прибавку, вяжем так до конца ряда. Итак, провязали 9-й ряд. Получилось 42 столбика без накида. Вяжем 10-й ряд. В 10-м ряду прибавки нужно чередовать через 6 столбиков без накида. Но в начале ряда мы провяжем не 6, а 3 столбика. 1, 2, 3. В следующую петлю вяжем первую прибавку. Все, после первой прибавки вяжем как обычно, чередуем прибавки через 6 столбиков без накида. Вот мы провязали первую прибавку. И после нее вяжем 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Все, и провязываем вторую прибавку. Вяжем так до конца ряда. Итак, провязала последнюю 6-ю прибавку в 10-м ряду. И у меня осталось не провязанные 3 столбика. Вяжу в каждый столбик по одному столбику. 1, в следующую 2 и в следующую 3. Все, закончили вязание 10-го ряда. Чередовали прибавки через 6 столбиков без накида. И в 10-м ряду получилось 48 столбиков без накида. Вяжем 11-й ряд. В 11-м ряду чередуем прибавки через 7 столбиков без накида. Первые 2 столбика я уже провязала. Так, 2, 3, 4, 5, 6, 7. После 7-го столбика делаем первую прибавку. Вяжем так до конца ряда. Всего прибавок должно быть 6. Провязали 11-й ряд. В 11-м ряду получилось 54 столбика без накида. Вяжем 12-й ряд.
В 12 ряду нам нужно чередовать прибавки через 8 столбиков без накида. Но, как обычно, мы первые столбики разделим и провяжем сразу не 8, а 4. 1, 2, 3, 4. Провязываем первую прибавку. Все. Дальше вяжем как обычно. Делаем прибавки через каждые 8 столбиков без накида. Вот я провязала первую прибавку. И после нее вяжу 8 столбиков без накида и делаю прибавку. Вяжем так до конца ряда. Всего прибавок должно быть 6. Провязала последнюю шестую прибавку и осталось непровязанные 4 столбика. Провязываю в каждый столбик по одному столбику. 1, 2, 3, 4. Закончили вязание 12 ряда, и в 12 ряду получилось 60 столбиков без накида. Вяжем 13 ряд. В 13 ряду чередуем прибавки через 9 столбиков без накида. Всего прибавок должно быть 6. Все, провязала 2 столбика. Вяжем 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И после 9 столбиков провязываю прибавку. Первый столбик, даже второй столбик. Провязала первую прибавку. Вяжем так до конца ряда. Итак, провязали 13 ряд. В 13 ряду получилось 66 столбиков без накида. Вяжем 14 ряд. В 14 ряду прибавки нужно делать через каждые 5 столбиков. Через каждые 10 столбиков. Но вначале мы провяжем 5. 1, 2, 3, 4, 5. После первых 5 столбиков делаем первую прибавку. Теперь после первой прибавки вяжем как обычно. Провязываем 10 столбиков без накида, затем делаем прибавку. Всего прибавок в этом ряду должно быть 6. Провязываем. Итак, провязала последнюю шестую прибавку и осталось непровязанных 5 столбиков. Провязываю их. 1, 2, 3, 4, 5. Все. Закончили 14 ряд. И в 14 ряду получилось 72 столбика без накида. Вяжем 15 ряд. В 15 ряду чередуем прибавки через 11 столбиков без накида. То есть в начале ряда сразу провязываем 11 столбиков, затем делаем прибавку. Всего прибавок должно быть 6. Провяжите ряд самостоятельно. Итак, провязали 15 ряд до конца. Вот что получилось. Вяжем 16 ряд. И в 16 ряду нам нужно провязать 78 столбиков без накида. То есть в 15 ряду у нас получилось 78 столбиков без накида. И в 16 ряду нам нужно провязать все эти столбики. То есть прибавок мы ничего уже не делаем, а вяжем 78 столбиков только с накидом. Итак, как это сделать? Делаем накид. Вводим крючок в следующую петлю. Захватываем нить. Выводим ее. На крючке 3 петли. Захватываем нить и проводим сначала через 2 петли на крючке. На крючке снова 2 петли. Захватываем нить и проводим через эти 2 петли на крючке. Вот что получилось. И так нужно провязать каждый столбик по одному столбику с накидом. Второй, третий. Так вяжем до конца ряда.
И смотрите, если вы хотите связать шляпку однотонной, то вяжите так, как я сказала на видео, да? То есть вот закончили мы вязать 15 ряд, вяжем сразу 16 ряд столбиками с накидом. Но если вы хотите сделать шляпку двухцветной, вот такой, то цвет нити нужно поменять на 15 ряду. Для этого не довязываем последний столбик без накида. Берем тот цвет нити, который вы хотите поменять. И с помощью этой нити заканчиваем последний столбик. Вот так. Все, присоединили новую нить. Делаем накид. Вводим крючок в петлю. Эту нить пока вот так вот уберем. Потом мы ее закрепим. На крючке 3 петли и провязываем столбик с накидом. Сначала через 2, затем снова через 2. Вот так. Все, в следующую петлю вяжем точно так же. Все. Это если вы хотите делать шляпку двухцветную. Если нет, то просто продолжайте вязать той же нитью, которой вязали основной цвет. Так, основной цвет я отрезала нить. Закрепляю. Все. Так, довязываем 16 ряд до конца. Итак, провязали 16 ряд до конца. То, что вот так у нас получился перекос, это потому что мы вяжем по спирали. Ничего страшного. Это все равно будет как бы шляпка вот так у нас на лицевой стороне. Так. Продолжаем дальше. Последний 17 ряд. Итак, смотрите. Нам нужно провязать столбики. Но мы будем вводить крючок не за стенки, как мы привыкли, да, в петлю. А будем вводить крючок вот как бы изнутри, да, ой, вот так вот, вот видите, изнутри и заводить через 2 столбика. Вот 2 столбика пропустили и завели, вот так. Все, только все надо провязать с накидом. То есть делаем накид, вводим крючок за столбик, вот так. Ввели за столбик, пропустили 2 столбика и завели крючок с этой стороны. Опять вовнутрь завели. Захватили нить и провязываем столбик с накидом, как обычный столбик. Так, сейчас. Так, провязываем столбик с накидом. Вот что получилось. То есть мы как бы захватили эти 2 столбика. Снова делаем накид. Вводим крючок изнутри и выводим на лицевую сторону. Мы вводим его не в петли, а именно вот где столбик, где у нас расстояние между столбиками. Вот мы вводим его туда, крючок. Вот так. И выводим через 2 столбика. То есть вот раз, два. Заводим и выводим изнутри. Захватываем нить и провязываем столбик с накидом. Вот так. Снова делаем накид. И точно так же заводим изнутри. Выводим. Провязываем столбик. Уже 3 столбика. Так как у нас было 78 столбиков, то мы вот так вот провяжем столбики, и у нас их будет 39, потому что вот мы берем каждый столбик за 2, как бы делаем убавки. И так вяжем до конца ряда. Заводим крючок, через 2 столбика выводим, провязываем столбик с накидом. Вот так. И вот у вас должна быть, получаться, вот такая вот полосочка тут нетронутая, да, потому что мы в петли крючок не заводили.
И вот эти петельки все будут здесь, как косичка. А здесь будут как бы петли на 2 столбиках. Вот первые 2 столбика, следующие 2 столбика, вот 2 столбика. Все. Довязываем так до конца ряда. И должно получиться 39 столбиков с накидом. Все, довязала до конца. Получилось 39 столбиков с накидом. Теперь вот смотрите, что должно было получиться. Вот так, как бы шапочка такая. Все. Так, теперь нужно закрепить нить. Для этого вводим крючок в первый столбик с накидом, который с вами вязали, первый сам. Вот. Провязываем соединительный столбик. Все. Нить оттягиваем. И отрезаем. Все, шляпка готова. Поправляем. Так, почти готово, потому что нам нужно связать еще пятнышки. Пятнышки вяжутся легко. Для этого нам нужно набрать кольцо амигуруми. Делаем просто, как обычно, кольцо амигуруми. И в это кольцо набираем 8 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Набрали 8 столбиков с накидом. Кольцо затягиваем. Все, пятнышко готово. Теперь смотрите, вы можете его либо пришить. Тогда нам нужно оставить конец нити подлиннее. Так, закрепим сначала. Делаем соединительный столбик. Если будем пятнышко пришивать, тогда оставляем конец. Если не будем пришивать, то его можно приклеить на клей. Вот. Если приклеивать на клей, то тогда нить не надо длинную оставлять. Я буду пришивать. Все. Все, вяжем таких 5-6 пятнышек. Вот. И раскладываем их по шляпке, как хотите. Вот я вот так вот разложила. 5 штучек сделала. И пришиваем их или приклеиваем. И вот такая шляпка получается. Так, теперь приступим к прическе. Когда вязали пятнышки, я там оговорилась и сказала, что мы вяжем столбики с накидом. Не с накидом, а без накида. Надо вязать столбики. То есть в пятнышке 8 столбиков без накида. Итак, приступаем к вязанию прически. Итак, делаем кольцо амигуруми. Закрепляем его. И набираем в кольцо 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Набрали 6 столбиков без накида, кольцо затягиваем. Это был первый ряд. Во втором ряду в каждый столбик без накида нужно сделать по одной прибавке. То есть всего у нас будет 6 прибавок. И во втором ряду у нас будет 12 столбиков без накида. Провяжите этот ряд самостоятельно. Итак, провязали второй ряд. Во втором ряду получилось 12 столбиков без накида. Вяжем третий ряд. В третьем ряду прибавки делаем через один столбик без накида. Провязываем один столбик без накида, а в следующую петлю делаем прибавку. После первой прибавки провязываем один столбик без накида. Так вяжем до конца ряда. В этом ряду также делаем 6 прибавок.
Итак, провязали третий ряд. В третьем ряду получилось 18 столбиков без накида. Вяжем четвертый ряд. В четвертом ряду прибавки нужно чередовать через 2 столбика без накида. Но первые 2 столбика мы разделим пополам и в начале ряда провяжем 1 столбик без накида. И после него сделаем первую прибавку. После первой прибавки вяжем уже 2 столбика без накида. 1, в следующую петлю, второй. После этих 2 столбиков вяжем вторую прибавку. И после второй прибавки снова вяжем 2 столбика без накида. Все, вяжем так до конца ряда. Всего в четвертом ряду должно быть 6 прибавок. Провязала последнюю шестую прибавку в четвертом ряду. И у меня осталось не провязанный один столбик. Так как мы эти 2 столбика поделили пополам в начале, то есть вначале мы провязали 1, то и в конце нам нужно провязать также 1 столбик. Все. Четвертый ряд закончили. Получилось 24 столбика без накида. Вяжем пятый ряд. В пятом ряду прибавки делаем через каждые 3 столбика. Провязываем 1, в следующую петлю второй, в следующую петлю третий, а в следующую петлю делаем первую прибавку. После первой прибавки снова провязываем 3 столбика и снова делаем прибавку. Вяжем так до конца ряда. Всего прибавок должно быть также 6. Итак, провязали пятый ряд до конца. Получилось 30 столбиков без накида. Вяжем шестой ряд. В шестом ряду прибавки чередуем через 4 столбика. Но вначале мы провязываем не 4, а только 2. Первый столбик, в следующую петлю второй столбик. Делаем первую прибавку. После первой прибавки вяжем как обычно, то есть делаем 4 столбика. 1, 2, 3, 4. В следующую петлю вяжем вторую прибавку. Вяжем так до конца ряда. Всего прибавок должно быть 6. Итак, провязала последнюю шестую прибавку. И у нас осталось не провязанные 2 столбика. Провязываем их. 1, 2. Все, закончили вязать шестой ряд. В шестом ряду получилось 36 столбиков без накида. Вяжем седьмой ряд. В седьмом ряду прибавки чередуем через 5 столбиков. Провязываем 1, 2, 3, 4, 5. Вяжем первую прибавку. После первой прибавки также провязываем 5 столбиков и вяжем так до конца ряда. Всего прибавок должно быть 6. Итак, провязали седьмой ряд до конца. Получилось 42 столбика без накида. Вяжем восьмой ряд. В восьмом ряду сначала мы провяжем 14 столбиков без накида. 1, 2. Провязываем 14 столбиков. Итак, провязали 14 столбиков без накида. Теперь нужно провязать 2 прибавки. Итак, вяжем первую прибавку. Раз столбик. Сюда же второй столбик. И в следующую петлю вяжем вторую прибавку. Вот так. Провязали 2 прибавки. Теперь нужно провязать 20 столбиков без накида. Вяжем в каждый столбик по одному столбику. Так провязываем их 20. Провязали 20 столбиков без накида. Теперь нам нужно снова провязать 2 прибавки. Итак, вяжем первую прибавку. И в следующую петлю вторую прибавку. Осталось провязать последние 4 столбика. Провязываем их. 1, 2, 3, 4.
Все, провязали 8 ряд. И в 8 ряду получилось 46 столбиков без накида. Итак, в 8 ряду у нас получилось 46 столбиков. Теперь нам нужно с 9 по 17 ряд провязать 46 столбиков без накида. То есть мы вяжем сейчас 8 рядов. И в каждом ряду провязываем 46 столбиков без накида. Никаких прибавлений не делаем. Просто вяжем в каждый столбик по одному столбику. Так вяжем 8 рядов. И обязательно в конце ряда пересчитывайте столбики, чтобы у вас всегда получалось их по 46. Итак, провяжите эти ряды самостоятельно. Итак, я провязала 8 рядов прически и примерила сразу ее на голову куклы. И смотрите, по высоте она мне еще не подходит. Поэтому, если у вас тоже не подошло, 8 рядов не хватило, то можно еще 2-3 ряда провязать, чтобы здесь все было закрыто волосами на затылке. Если 8 рядов подходит, то так и оставляйте. Если нет, то провязывайте. Я провяжу еще 2-3 ряда, потому что мне 8 рядов в этот раз не хватило. Итак, всего я провязала 10 рядов. Вяжем последний ряд. Провязываем 3 столбика без накида. 1, 2, 3. Ставим маркер на первый столбик. Итак, провязали 3 столбика без накида. Теперь провязываем 13 столбиков с накидом. Делаем накид. И в следующую петлю вяжем столбик с накидом. Вот так. Это был первый. Всего нам нужно провязать 13 столбиков с накидом. Провязываем их. Итак, провязали 13 столбиков с накидом. Теперь набираем 18 воздушных петель. 1, 2, 3. Набираем. Итак, набрали 18 воздушных петель. Теперь нужно набрать 3 петли подъема. То есть вот набрали 18 и еще 3 петли. 1, 2, 3. Это 3 петли подъема. Они будут считаться как один столбик с накидом. Итак, отсчитываем 4 петли от крючка. 1, 2, 3, 4. И вяжем в 5-ю петлю. Вяжем столбик с накидом. Вот так. Все, теперь в каждую воздушную петлю вяжем по одному столбику с накидом. Всего должно быть у нас 17 столбиков и эти 3 петли подъема. Провязываем. Итак, я провязала 17 столбиков с накидом. Вот что получилось. Теперь смотрите, нужно провязать столбики с накидом в эту петлю, вот где у нас столбик с накидом последний есть, где мы провязывали. Здесь есть петля. Вот в нее мы провязываем один столбик с накидом. Вот так. Теперь провязываем один столбик с накидом в столбик с накидом последний. Вот в этот столбик. Провязываем столбик с накидом. И провязываем еще один столбик с накидом в ту же самую петлю, из которой у нас провязан последний столбик. Вот так. Все, теперь вяжем в следующую петлю столбик без накида. Вот так. Это первый столбик без накида. Всего нам нужно провязать 17 столбиков без накида. Провязываем эти столбики. Провязали 17 столбиков без накида. Набираем 18 воздушных петель. Также набираем 18 воздушных петель и плюс 3 петли подъема. То есть провяжем сейчас точно такую же полоску. Провязываем. Провязала 18 воздушных петель, затем сделала 3 петли подъема и провязала первый столбик с накидом в 5-ю петлю от крючка. Когда я говорю 5-ю петлю от крючка, то мы считаем именно воздушные петли.
Петлю на крючке не считаем. Итак, провязала первый столбик с накидом. Всего столбиков с накидом должно быть 17. Провязываем их. Итак, провязала 17 столбиков с накидом. Теперь вяжем один столбик с накидом в петлю. Как в прошлый раз делали, да, столбик с накидом, вот последний. Точнее, здесь не столбики с накидом, тут без накида, наоборот. Да, тут столбик без накида, поэтому мы провязываем столбик с накидом в эту петлю. Затем мы вяжем один столбик с накидом в столбик без накида, прям вот в столбик провязываете столбик с накидом. И затем провязываете столбик с накидом в тот же самый столбик, из которого вы вязали последний столбик без накида. Вот так. Вот что получается. Теперь провязываем 13 столбиков с накидом. У нас осталось последние 13 петель. И в эти последние 13 петель мы провязываем столбики с накидом. Все, провязываем до конца. Итак, провязала 13 столбиков с накидом. Ряд закончился. Вот у нас маркер. Маркер убираем. И теперь провязываем соединительный столбик в первый столбик без накида. То есть, где у нас стоял маркер, провязываем соединительный столбик. Нить оттягиваем подлиннее, потому что прическу нужно будет пришить к голове. Думаю, столько достаточно. Нить отрезаем. Все. Прическа готова. Теперь нужно надеть ее на голову куклы. Итак, вот я ее надела на голову куклы. Вот эти завитушки я просто вот так вот завернула руками. Вот и все. То есть специально для этого ничего не делала, просто взяла и вот так руками подкрутила. Получились такие кудряшки. Все, теперь вот мы оставили длинный конец. Прическу нужно пришить к голове. Я сделаю это вот пару стежков буквально сделаю, чтобы не сильно прямо она была пришитая, придавленная. А буквально сделаю пару стежков, чтобы она просто с головы не спадала. Все, сейчас все пришью. Смотрите, вот я беру иголку и ввожу ее в петельки, вот где столбики с накидами вязала. Вот они, эти петли. Я ввожу иголку в эту петлю и где-нибудь в столбик на голове. И затем вывожу уже тоже так же с этой петли. То есть не прям вот в столбике делаю стежки, а вот по краям, по вот этим петлям пришиваю. Пришиваем. Все, пришила прическу. Вот так получилось все. Вот сзади. Все, осталось куколке связать только платье. Вот ее шапочка. Шапочку пришивать не буду. Она вот так вот надевается. Вот так. Все, приступаем к вязанию платья. Итак, начинаем вязать платье. Для того, чтобы начать вязать платье, нужно набрать 23 воздушные петли. Итак, набираем 23 петли. 1, 2, 3. Итак, набрали 23 воздушные петли. Начинаем вязать с третьей петли от крючка. Петля на крючке не считается. Вяжем столбик без накида. Это был первый столбик. Всего нужно провязать 21 столбик без накида. То есть в каждую воздушную петлю мы вяжем по одному столбику без накида. Провязываем до конца. Провязала 21 столбик без накида. Делаю одну воздушную петлю подъема. Переворачиваю вязание. Начинаем вязать второй ряд. Во втором ряду провязываем столбики без накида. Каждый столбик по одному столбику. И смотрите, петля подъема заменяет нам один столбик. Поэтому мы вяжем следующий столбик не в этот, не в первый, а в следующий, во второй. Чтобы мы так делаем, чтобы края полотна были ровные, без перекосов. Итак, вяжем в каждый столбик
по одному столбику. Итак, смотрите, я провязала 20 столбиков без накида. Мне нужно провязать еще один столбик. И я его буду провязывать в петлю подъема предыдущего ряда. Не забывайте про эти петли. Где мы пропускали 2 петли, вязали в третью петлю от крючка. Вот, одна из петель, первая, это была петля подъема. Вот, в нее и провяжем последний столбик. Все, второй ряд провязали. И у нас получилась одна петля подъема и 21 столбик без накида. Делаем снова одну петлю подъема. Вязание переворачиваем и провязываем во второй столбик без накида. Столбик без накида. Всего нужно их провязать 3. Вот я провязала первый, второй и третий. Вот так. Набираем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Пропускаем 3 столбика. И в четвертый столбик вяжем столбик без накида. Провязали первый столбик. Всего их нужно провязать 8. Провязали первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой и последний 8. Провязали 8 столбиков. Снова набираем 3 воздушные петли. 2, 3. 3 столбика пропускаем. Вяжем в четвертый столбик без накида. Провязали первый столбик. В следующую петлю вяжем второй столбик. В следующую петлю третий. И в петлю подъема предыдущего ряда провязываем четвертый столбик без накида. Провязали третий ряд. И вот это вот у нас рукава. То есть сейчас нужно примерить кокетку. Итак, я надела на платье на куклу. Вот что получается. Мне по размерам она подходит. Если у вас оказалась она слишком мала, то вы добавьте просто петель. А если слишком большая, убавьте. Все, идет вязание вот так вниз мы вяжем. Вот они ручки. Все, вот спинка. Так, продолжаем вязать. Итак, провязываем одну петлю подъема, переворачиваем вязание и вяжем в следующий столбик прибавку. Раз столбик, сюда же второй столбик. Вот так. Теперь провязать нужно 18 столбиков без накида. И мы провязываем оставшиеся 2 столбика. 1, 2. В петли подъема провязываем 3 столбика в арку из петель, то есть в арку из 3 воздушных петель 3 столбика, второй и третий. В 8 столбиков провязываем также 8 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И снова в арку из 3 петель провязываем 3 столбика. 1, 2, 3. Провязываем по планке, получается, 3 столбика. 1, 2. Ой, не 3, а 2. 2 столбика провязали. И в следующий столбик, предпоследний, делаем прибавку. И в петлю подъема предыдущего ряда провязываем 1 столбик. Все, провязали прибавки. И вместе с петлей подъема должно получиться 24 столбика. То есть вначале мы сделали петлю подъема, одну прибавку, провязали 18 столбиков без накида, одну прибавку и 1 столбик без накида. Это был 4-й ряд. Итак, делаем одну петлю подъема, переворачиваем вязание.
Вяжем 5-й ряд. В 5-м ряду в каждый столбик мы вяжем по одному столбику. Так как мы делаем петлю подъема, то начинаем вязать со 2-го столбика, не с 1-го, а со 2-го. Итак, я провязала 1-й столбик, вяжу 2-й и провязываем так до конца. Каждый столбик вяжем по одному столбику. Итак, провязали 5-й ряд, и последний столбик я вязала в петлю подъема предыдущего ряда. Итак, делаем одну петлю подъема, переворачиваем вязание, вяжем 6-й ряд. В 6-м ряду, также после 1-й петли подъема, во 2-й столбик делаем одну прибавку. Сделали одну прибавку, и теперь нам нужно провязать 20 столбиков без накида. В каждый столбик вяжем по одному столбику. Так, всего их должно быть 20. Провязываем. Итак, провязала 20 столбиков без накида. В предпоследний столбик провязываю одну прибавку. И в петли подъема предыдущего ряда провязываю один столбик без накида. Вот так. Итак, это был 6-й ряд, и в 6-м ряду у нас получилось, если считать вместе с петлей подъема, 26 столбиков. Итак, провязываем одну петлю подъема, переворачиваем и провязываем в каждый столбик по одному столбику. Ой. Здесь прибавок делать не нужно. Вяжем в каждый столбик по одному столбику. Всего столбиков должно быть вместе с петлей подъема, я считаю, 26. То есть 1 петля подъема и 25 столбиков. Провязываем. Итак, провязали 7-й ряд. Вяжем под петлю подъема, переворачиваем вязание, провязываем 8-й ряд. Во 2-й столбик делаем одну прибавку. Провязали одну прибавку. Теперь нужно провязать 22 столбика без накида. Вяжем в каждый столбик по одному столбику. Всего должно быть их 22. Провязываем. Итак, провязала 22 столбика без накида. И в предпоследний столбик провязываю одну прибавку. И в петли подъема предыдущего ряда провязываю один столбик. Итак, это был 8-й ряд. И на этом этапе нам нужно соединить платье. То есть складываем его вот так пополам. И провязываем соединительный столбик в петлю подъема. Не в столбик в следующий, а именно в петлю подъема, чтобы у нас количество столбиков не уменьшилось. То есть всего вместе с петлей подъема 28 столбиков. Поэтому соединительный вяжем в петлю подъема. Вот так. Все. Теперь вяжем 9-й ряд. Делаем одну петлю подъема. Вяжем в столбик без накида. Столбик без накида. Это 9-й ряд. И мы провязываем в нем 28 столбиков без накида. То есть в каждый столбик по одному столбику. Никаких прибавок делать не нужно. И переворачивать вязание, как мы делали это прошлые ряды, тоже не нужно. Так как мы его теперь соединили, поэтому вяжем по кругу. Итак, довязываем до конца ряда. Провязала до конца столбики, что получается. И провязываем соединительный столбик в петлю подъема. Закончили 9-й ряд. В 10-м ряду мы набираем 2 петли подъема. 1, 2. И провязываем 27 столбиков с накидом. То есть, если мы считаем, будем в конце ряда, когда все провяжем, будем считать вместе с петлей подъема, должно быть 28. А так провязываем их
Вот я провязала первый столбик, еще мне осталось провязать 26 столбиков. Второй столбик. Все, вяжем в каждый столбик без накида предыдущего ряда по одному столбику с накидом. Провязываем до конца. Провязала столбики до конца. Вместе с петлей подъема получилось 28 столбиков с накидом. Заканчиваем ряд, вяжем соединительный столбик в петли подъема. Так, теперь приступим к вязанию юбочки. Для этого набираем 2 петли подъема и провязываем. Теперь будем, смотрите, делать тройную прибавку, то есть мы будем в один столбик вязать сразу 3 столбика. И прибавку мы будем делать за переднюю стенку петли. То есть мы обычно как вяжем, крючок вводим вот так за обе стенки. Но в этот раз мы будем его вводить только за переднюю стенку. Итак, делаем накид. Вводим крючок за переднюю стенку петли. Провязываем 1 столбик с накидом. Снова делаем накид. Вводим крючок за ту же самую переднюю стенку. Провязываем столбик. Делаем накид. Провязываем еще раз столбик. Вот так. Сделали первую тройную прибавку. Снова делаем накид. В следующий уже столбик за переднюю стенку. Провязываем то же самое, тройную прибавочку. Третий столбик. Вот. Вот что получается. Снова делаем накид. Следующая передняя стенка. И также провязываем сразу в нее 3 столбика. Первый, второй, третий. Так вяжем до конца ряда. Провязываем. Итак, смотрите, я провязала в каждый столбик по 3 столбика. Вот так юбочка стала собираться. Будут такие складочки. И смотрите, мне осталось провязать 2 столбика в петли подъема предыдущего ряда. Почему 2? Потому что я провязала 2 петли подъема и считаю их как один столбик. Поэтому в петли подъема я провязываю 2 столбика с накидом. Первый и второй. Вот так. Провязываю соединительный столбик в петлю подъема. Вместе с петлей подъема должно было получиться 84 столбика с накидом. Итак, оттягиваю немного нить и отрезаю. Это был первый ярус юбочки. Вот что получается. Так, теперь нам нужно связать второй ярус. Как мы это будем делать? Формируем петлю. И присоединяем ее за задние стеночки. То есть в этом ряду мы вязали за передние стенки, а следующий ряд мы будем вязать за задние. Находим петельку, вводим крючок, захватываем петлю, которую сделали, и протягиваем ее. Вот так. Присоединили нить и набираем 1 петлю подъема. Набрали 1 петлю подъема и в следующую петлю провязываем прибавку. Не знаю, на видео видно, но я провязываю вот за заднюю стенку. То есть у нас петли состоят из передней и задней стенки. Мы вязали в предыдущем ряду за переднюю, а в этом ряду за заднюю. И провязываем 1 прибавку. Первый столбик без накида и сюда же второй столбик без накида. Все, дальше мы вяжем по 1 столбику без накида.
Вы эти петли как бы сразу увидите, когда перевернете вязание вот так. Выверните, то есть наизнанку. И их сразу будет видно. И вот в каждую эту полупетельку вяжем по одному столбику без накида. Итак, провязываем, пока у нас не останется последняя полупетелька. Итак, провязала в столбике без накида, и у меня осталась последняя полупетелька. И в нее я провязываю одну прибавку. То есть мы сделали в начале ряда одну прибавку и в конце ряда также одну прибавку. Всего должно получиться 30 столбиков без накида. Итак, провязали столбики, делаем соединительную петлю. Теперь снова вяжем второй ярус точно так же, как и первый. Провязываем 2 петли подъема. Переворачиваем вязание, чтобы у нас были столбики с накидом на лицевой стороне. Потому что если мы продолжим так вязать по кругу, у нас тут на изнаночной стороне они будут. Поэтому переворачиваем. Перевернули. Делаем накид. И вяжем со второго столбика за переднюю стеночку. Делаем все то же самое, что и в первом ряду юбочки. Также делаем тройные прибавки. То есть в одну петлю за переднюю стенку провязываем 3 столбика с накидом. Делаем накид. В следующую полупетельку провязываем точно так же сразу 3 столбика. Так как мы делали прибавки в начале и в конце ряда, то получилось у нас 30 столбиков без накида. Поэтому в этом ряду уже будет 90 столбиков с накидом. Итак, провязываем до конца ряда, вяжем в каждую полупетельку по 3 столбика с накидом. Вяжем так до конца ряда. Итак, провязали второй ряд юбки. Нитку отрезаем. И вязание теперь будет повторяться. То есть сколько вам нужно ярусов, столько и вяжем. 2, 3, 4. Но вязание ярусов сейчас будет одинаковым. Никаких прибавок делать не нужно. Итак, провязали второй ярус. Ну, если вы будете там вязать, например, дальше ярусы, там третий, четвертый, то есть они все вяжутся одинаково. Провязали ряд из столбиков с накидом, нитку отрезаем и присоединяем нить за заднюю стенку. То есть мы вязали за переднюю, у нас осталась задняя, и мы присоединяем туда нить. Вяжем одну петлю подъема и провязываем 30 столбиков без накида. Ищем петли. Так, вот. Примерно здесь. Вот первая петля. Все, и вяжем столбик без накида. Вот так. Все, и все ряды повторяются. То есть отрезаем нить, провязываем 30 столбиков без накида. Провязали 30 столбиков без накида, вязание переворачиваем, чтобы у нас столбики с накидом были на лицевой стороне. И провязываем в каждый столбик без накида за переднюю стенку по 3 столбика с накидом. Провязали этот ряд столбиками с накидом, нить отрезали и вяжем за задние стенки, которые остались, по одному столбику без накида. И так вяжется каждый ярус юбочки. Все, у нас будет теперь по 30 столбиков. Никаких прибавлений делать не нужно. Получается, без накидов у нас будет 30 столбиков, а с накидом 90. Все. Вяжем нужное количество ярусов. Я провяжу еще один ярус. 3, думаю, будет достаточно.
Итак, все, я закончила вязать платье. Всего сделала 4 яруса. И когда вязала последний 4-й ярус, провязала только столбики с накидом, закрепила нить и отрезала ее. Все кончики нити спрятала. И нам осталось связать только воротник и петельку для пуговицы. Итак, приступаем. Итак, нам нужно присоединить нить в месте, где мы соединяли платье. Вводим туда крючок, захватываем петлю и присоединяем нить. Готово. Теперь нам нужно обвязать это место соединительными столбиками. Вводим крючок в столбик без накида, захватываем нить и вяжем соединительный столбик. Вводим крючок в следующий ряд. Тут у нас ряды столбиками без накида, и поэтому мы в каждый ряд ищем ряд, где у нас столбик без накида, либо петля подъема. Вводим крючок и провязываем соединительный столбик. Так, смотрим следующий ряд. Провязываем столбик. Следующий ряд. То есть вот по одному ряду и по одному столбику. Так вяжем до края, до этой петельки. Я довязала до петельки и в нее также провязываю соединительный столбик. Вот что получилось. Теперь набираем 2 петли подъема и вяжем столбик с накидом в эту же петельку, в которой набрали петли подъема. Сейчас мы вяжем воротник. И в воротнике в каждую петлю вяжем по 2 столбика с накидом. Вот я провязала уже такой элемент 2 раза. И вот в эти все петельки буду вязать по 2 столбика с накидом. Вяжем так до конца, то есть до этой петли. Провязала столбики с накидом двойные. Теперь точно так же буду провязывать соединительными столбиками. Здесь у меня столбик с накидом, поэтому ввожу крючок в столбик, провязываю соединительный столбик и ввожу в петлю, с которой я вязала этот соединительный столбик, и столбик с накидом. И также провязываю соединительный столбик. Все, дальше вяжу как обычно. Вот в каждый ряд мы вязали по одному соединительному столбику. Вот, провязываю их до конца, где мы присоединили нить. Вот до сюда и довязываем соединительные столбики. Я забыла про петлю для пуговицы, поэтому, когда вы обвязали столбик с накидом 2 соединительными столбиками, затем провязали 2 соединительных столбика и набираем 2 воздушные петли. 2-3 в зависимости от размера пуговки. У меня вот такая маленькая. 3 петли будет достаточно. Потом на самой планке пропускаем один ряд. Вот он у меня один ряд. Я его пропускаю, ничего в него не вяжу, а вяжу в следующий соединительный столбик. Вот это будет петелька для пуговицы. Проверяю размер, чтобы она у меня входила. Так. Но она маленькая, да. Лучше 3 петли. Провяжу 3 петли. Все-таки 3 сделаю. Но пропущу также один ряд. Вот так сделаем. Да, все, теперь она войдет. Вот. Поэтому также привяжите воздушные петли и по пуговке потом померьте, подходит вам или нет. Все, продолжаем дальше вязать соединительными столбиками. Вяжем вот так в каждый ряд по одному соединительному столбику. Все, обвязала соединительными столбиками.
и провязала последний соединительный столбик туда же, откуда и начала вязать. Оттянула нить и отрезаем ее. Все, платье готово. Забыла. Надо пришить пуговицу, и платье будет готово. Все, пришиваем пуговицу, прячем все ниточки и надеваем его на куколку. Все, куколка готова. Спрятала все ниточки, пришила пуговку. И вот такое платье получилось. Надела его на куколку. Вот такая вот милота получилась. Шляпка съемная. Вот так ее надену. Вот так. Все. Куколка готова. Надеюсь, у вас все тоже получилось. Если остались какие-то вопросы или что-то непонятное, пишите в комментарии. Всем ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.